Здравствуйте. Сегодня я хочу представить интересный клинический случай. Давайте посмотрим, коллеги, может быть, сразу же догадаетесь и поставите диагноз. Как раз мы работали на новой эндоскопической системе Olympus EVIS X1, используя все ее преимущества цифрового контрастирования. Мужчина лет 60, вот делаем гастроскопию. Из клинических проявлений, ну, не специфические такие симптомы, как тяжесть в желудке после еды, вздутие живота, ну, в общем-то, и все, никаких болей, ничего особенного не было. Достаточно активный образ жизни мужчина ведет и работает, и в целом пришел к нам на такой чекап гастроэнтерологический, и мы выполнили ему гастроскопию, колоноскопию. Посмотрите, пожалуйста, желудок. Осмотр сначала у нас идет в белом свете, отмываем слизистую очень хорошо, и уже в антральном отделе вы можете видеть достаточно выраженную воспалительную инфильтрацию. Вот мы видим достаточно такие выраженная лимфоидная инфильтрация, лимфофолликулярная. Видим мелкие такие абсцессы, мелкие эрозии. Здесь мы ретрофлексию выполняем, смотрим кардиальный отдел желудка. Ну вот это, наверное, мы сейчас пропустим. Вот посмотрите еще раз антральный отдел. Фиксируем фото и включаем TXI режим. Четкость, контрастность, яркость такая, да, и достаточно выраженная воспалительная инфильтрация антрального отдела. Ну, такой желудок, сразу вы скажете, да, хеликобактерный гастрит, активное воспаление. Меня насторожило, конечно, вот здесь выраженная инфильтрация больше в области угла желудка. Переходим в NBI режим, и тоже хорошо видны вот микрорисунок, сосудистый рисунок. Вот эта инфильтрация, вот здесь вот ближе к углу желудка, очень насторожила меня. Ну, в общем и целом, конечно, понятно, что это инфекционный хеликобактерный гастрит, и, ну, зачастую доктора там берут быстрый уреазный тест, то есть 2 фрагмента слизистой желудка из антрального отдела и из тела желудка. Но вот все-таки такая инфильтрация меня насторожила именно в плане, вот особенно вот здесь вот посмотрите сейчас, вот здесь. Нечеткие контуры, лимфофолликулярная инфильтрация меня насторожила в плане мальт-лимфомы желудка. И мы выполнили биопсию, взяли 9 фрагментов, вот как раз из антрального отдела, вот из этой зоны и из зоны ближе вот к углу желудка, вот из этой зоны. Выполнили биопсию, взяли 9 фрагментов. Биопсия была рандомная, но потому что мы не видим никакого именно ограниченного эпителиального образования, то есть мы видим просто диффузную выраженную лимфоидную инфильтрацию, что может быть и, конечно, при хеликобактерном гастрите. Но все-таки мы заподозрили мальт-лимфому и выполнили вот такую биопсию. При гистологическом исследовании
и иммуногистохимическом исследовании. Диагноз мальт-лимфомы был подтвержден. Вот. Поэтому вот такой интересный случай. Ну, думаю, что докторам-эндоскопистам, вот как раз мы берем биопсию вот из этой зоны. Вот видите, каких-то язвенных дефектов нет, маленькие эрозии, видно абсцессы, микроабсцессы. Ну, в принципе, это также может быть и при хеликобактерном гастрите. Что такое мальт-лимфомы? Это экстранодальные, так называемые лимфомы, которые возникают ассоциированные со слизистой оболочкой. На долю пищеварительного тракта приходится как раз около 30-40% мальт-лимфом, и из них 70% это желудок. Происходит пролиферация лимфоидной ткани в слизистой желудка, бета-клетки, Б-клетки, Б-лимфоциты пролиферируют, происходит мутация их, атипия, и таким образом возникает лимфома. Возникает она, естественно, на фоне хеликобактера, хеликобактерного гастрита, протекающего хронически. И как раз хеликобактер и является в основном причиной мальт-лимфомы желудка. Различают 4 стадии лимфомы. На первой стадии это поражение только, соответственно, желудка, то есть слизистый, подслизистый слой, либо распространение в мышечный слой стенки и адвентицию. На второй стадии лимфома распространяется в парагастральные лимфоузлы, либо уже отдаленные лимфоузлы. И третья, четвертая стадия – это распространение лимфомы в другие органы. Ну, лечение, безусловно, это радикация хеликобактера и достаточно эффективное лечение на первой стадии. Но понятно, что пациент должен все-таки наблюдаться как у гастроэнтеролога, так и у онколога, потому что не исключено, то есть делается и компьютерная томография органов брюшной полости, и, возможно, лечение лучевое и химиолучевое лечение.